Здравствуйте! Роскосмос ТВ подводит информационные итоги рабочей недели. Представляем «Большой космос». Это программа о самых интересных людях и событиях отечественной и мировой космонавтики. Поехали! Байконур. Запуск. Прогресс. Ключевое событие недели. Специализированный корабль-модуль «Прогресс МУМ» успешно стартовал по маршруту Земля-МКС. Именно «Прогресс» выполняет ответственную и перспективную задачу, доставляет на Международную космическую станцию узловой модуль «Причал». Вывод связки корабля и модуля на орбиту – это дело для знаменитой ракеты-носителя «Союз-2.1Б». Кстати, специалисты называют «Причал» сокращенно «УМ» или просто и ласково «Умка». Ну что ж, Юлия, самое время показать, что же это такое модуль «Причал». Смотрим. Специально для миссии «Прогресс МУМ» в Роскосмосе разработали оригинальную эмблему модуля «Причал» нового элемента МКС. Итак, 5 углов символизируют стыковочные узлы для причаливания пилотируемых и грузовых кораблей. 2 звезды в левом углу пятиугольника, 2 новых российских модуля «Наука» и «Причал». 2 большие звезды в правом углу, функционально-грузовой блок «Заря» и служебный модуль «Звезда». 2 малые там же модули «Рассвет» и «Поиск». Новый «Причал» означает новые возможности для МКС. Ну а какие именно, нашему коллеге Сергею Тюрину подробно рассказал Рустам Абдулхаликов. Это начальник отделения проектирования пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия». Рустам Маратович, мы сегодня с вами говорим о модуле «Причал», который совсем скоро станет частью Международной космической станции. Вдвойне символично, что мы находимся в музее РКК «Энергия», и я думаю, это добавит определенных оттенков этой беседе. Скажите, пожалуйста, создавался ли модуль «Причал» как оригинальная конструкторская наработка или действительно, как это часто бывает в ракетной отрасли, на основании какого-то уже имеющегося задела? За основу мы взяли те наработки научно-исследовательских работ, которые проводила РКК «Энергия» в части развития орбитальных станций. Если взглянуть на базовый блок мира, то там к нему пристыковывается большое количество модулей, до 5. Смотря это, мы предположили, что если отсоединить, условно, переходной отсек и сделать это отдельным модулем, позволит нам в будущем обеспечить возможность замены как базовых модулей, так и других модулей, и как развитие дальнейших станций. Тот самый универсальный стыковочный модуль? Нет, универсальный стыковочный модуль — это, по сути, было то же самое развитие базового модуля, только на базе 7,7 серии. Там тоже была цилиндрическая часть, а потом был ПХО с 5 стыковочными агрегатами. Здесь мы пошли с той идеей, что нужен один узловой модуль с 6, условно говоря, портами, который позволит создать станцию вокруг него, а в случае выхода из ресурса какого-нибудь модуля мы его отстыковываем, этот модуль, и пристыковываем другой. Также это позволяет как конструктор развивать дальше станцию, то есть к какому-нибудь модулю мы пристыковываем
внизу следующий узловой и на нем наращиваем станцию. Вы уже сказали немножко о функционале, но если чуть более расширенно. Получается, что у модуля причала есть 6 стыковочных узлов. Тот, который сейчас Да. стартует, на нем 6 стыковочных узлов. Одним узлом он пристыковывается к станции, к МЛМ, а 5 стыковочных узлов обеспечивают стыковки объектов. При этом между этими портами обеспечиваются как гидравлические, механические и электрические интерфейсы. Тем самым, если к узловому модулю будет пристыковано несколько объектов, то через интерфейсы мы можем производить обмен и между всеми изделиями, включая даже передачу топлива. И что, действительно, максимальная нагрузка модуля причал 5 пристыкованных объектов, и это возможно? Это возможно, он это обеспечивает. Плюс по осевому порту, если изделие может перестыковаться, то он может перестыкован с помощью робототехнических средств на боковые порты, как на боковой порт, так и обратно. Но мы пристыковываемся к надирному узлу, потом с помощью манипулятора перестыковки мы перестыковываемся на один из боковых портов. Также мы можем эту операцию произвести обратно. Каков объем этого модуля? Какое пространство он из себя представляет? Есть ли в нем какие-то места для работы космонавтов? Модуль из себя представляет сферу диаметром 300 миллиметров. Внутри это небольшой интерьер, в котором как бы закрыты некоторые приборы. Он не предназначен для жилья космонавтов, он как является переходным. То есть из него космонавт может проследовать как в любой другой модуль. То есть это как бы переходной отсек. Получается, есть некий объем полезного пространства в модуле причала, который будет пристыкован. А будет ли он использован для доставки каких-то грузов с Земли? Мы на этапе проекта определились по массовым характеристикам и смогли обеспечить доставку до 700 килограмм грузов. Состав грузов был определен, в нем находятся это ресурсные элементы, расходные материалы и рационы питания для экипажа. Плюс элементы конструкции, которые необходимы для интеграции самого изделия в состав станции. После стыковки узлового модуля где-то в конце декабря будет отстыкован приборно-агрегатный отсек, который обеспечивал доставку. В январе где-то, наверное, в конце тоже будет 51-й выход проведен, в котором будут как раз проведены окончательные работы по интеграции узлового модуля. Одна из этих работ — это подключение системы курса. По сути, после проведения выхода и после проведения проверок тестов систем мы можем уже принимать первые корабли. По нашей предварительной программе полета это где-то будет в марте следующего года. Туда полетит «Союз». А каким образом будет происходить доставка модуля причала? Какие операции будут предшествовать стыковке транспортно-грузового корабля с модулем к Международной космической станции? Мы применяем отработанную схему, аналогичную, которую мы делали на стыковочном отсеке «Пирс», на исследовательском модуле номер 2 «Поиск». То есть с помощью ТГКМ мы по двухсуточной схеме в автономном полете потом пристыковываемся к станции. Но предварительно мы отстыковываем проставку, которая сейчас размещена на стыковочном агрегате МЛМ. Что это такое? Стыковочный агрегат на науке, он обеспечивает стыковку кораблей «Союзов» и «Прогрессов», а после отстыковки проставки туда могут стыковаться модули с гибридными стыковочными агрегатами. Такого еще мы не делали. На МЛМ стыковочный агрегат комбинированный. То есть сначала он обеспечивает возможность приема «Союзов» и «Прогрессов», а для более больших объектов используется гибридный стыковочный агрегат. И вот эта проставка как раз обеспечивает прием больших модулей. Какая энергия есть электрический макет модуля причал? Для каких целей он используется, скажите, пожалуйста? Основная задача этого макета была подтвердить проектно-конструкторские решения, то есть отработка подготовки по электрике. А потом
после того, когда уже он будет запущен, он будет использоваться для сопровождения полетов узлового модуля в составе станции. Это обычная практика, такие макеты создаются параллельно с самим модулем, насколько я понимаю, Да. Или каким образом? Да? Да, все макеты, они создаются. Также есть комплексный электрический стенд российского сегмента. В нем есть и служебный модуль, и многоцелевой лабораторный модуль, и малые исследования. Ну, практически все модули есть в этом стенде. И как раз вот этот комплексный стенд узлового модуля будет тоже использоваться в этом, ну, в составе этого комплексного стенда РСМКС. Спасибо большое, Руслан Маратович. Пожелаем успешного пуска модуля «Причал», доставки на МКС и долгой продуктивной работе в составе станции. Спасибо. Это «Большой космос». В ближайшие дни исполняется 15 лет первому старту ракеты «Союз-2-1Б». Декабрь 2006-го, Байконур. Надо отметить, Юлия, что модификация 1Б может использоваться для вывода на орбиту космических аппаратов как самостоятельно, так и с разгонными блоками. Ракета-носитель с кораблем-модулем покинула монтажно-испытательный корпус и начала путь к нулевой отметке 31-й площадки еще в минувшее воскресенье. Один из самых ответственных этапов предполетной подготовки. В специальном репортаже наших коллег с Байконура, журналистов телевизионного отдела Космического центра «Южный». Давайте смотреть. Первый стартовый день на Байконуре. Вывоз ракеты. Одна из самых зрелищных операций на стартовом комплексе – вертикализация. 30-тонную ракету-носитель «Союз» переводят из горизонтального положения в вертикальное при помощи вот этого устройства. Знакомьтесь, агрегат 11У-219, попросту установщик, масса 135 тонн, предназначен для транспортировки ракеты из монтажно-испытательного корпуса до нулевой отметки и установки в стартовую систему. Стрела 15. Стрела агрегата 11У-219, готов выбрать американского родного круга, 12. Чтобы все шло штатно, перед каждой работой с изделием, так называют ракету-носитель на космодроме, агрегат проходит обязательные испытания. Причем специалисты имитируют не установку ракеты, а ее съем, поскольку эта операция технически более сложная. Обе гидропоры подъем до команды стоп. Есть обе гидропоры подъем до команды стоп. Внимание, расчет, отстыковать механизм доводки. Функционирование своего рода как съем изделия. Мы испытываем максимально возможные все блокировки, все возможности агрегата, которые должны быть использованы при реальном съеме, допустим. Но так же, как при съеме, мы можем использовать это при установке. То есть мы проверяем все для того, чтобы работать с изделием. Полный цикл работы установщика включает в себя погрузку изделия в монтажно-испытательном корпусе, транспортировку на стартовый комплекс и установку в стартовую систему. Этот установщик, можно сказать, самый молодой на космодроме. Работает с 1980 года. За 40 лет совершил 78 циклов работы, а рассчитан на 300 таких операций. Так что ему еще работать и работать. Такая техника создавалась с особым запасом прочности. Кроме того, агрегат регулярно проходит полное техническое освидетельствование. Полное техническое освидетельствование агрегата. На него загружаются груза, платформы. Это намного больше весом, чем само изделие. Вот тогда происходят динамические, статические испытания. И проверяется полностью текучесть металла. Нагрузки, то есть намного больше, чем само изделие. В собранном виде ракета-носитель может храниться на установщике в монтажно-испытательном корпусе до 1 года. После вывоза агрегат поднимает стрелу с ракетой всего за 10 минут, а полная установка изделия в стартовое сооружение занимает 45 минут.
Четкие слаженные действия специалистов космодрома и уверенность в работе техники – это и есть основа известной всему миру надежности. Легендарная ракетоноситель «Союз» готова к очередному космическому старту. Грузовые корабли «Прогресс» участвовали в достройке российского сегмента МКС уже дважды. 20 лет назад, в сентябре 2001 года, ракетоноситель «Союз-У» вывела на орбиту связку корабля «Прогресс» и стыковочного отсека СО-1. Он известен под названием «Пирс», а в ноябре 2009-го эта же ракета отправила к Международной космической станции корабль «Прогресс» с малым исследовательским модулем «Поиск». И вот пришло время модуля «Причал». Напомню его основные параметры. Стартовая масса чуть более 4,5 тонн, диаметр корпуса более 3 метров, герметичный объем 19 кубометров. В модуле «Причал» также размещено около 700 килограммов грузов для российского сегмента Международной космической станции. Глазастый и с бабочкой. Такого мы еще на МКС не отправляли. Так описал «Причал» в социальных сетях генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Надо сказать, что новый модуль стал увлекательной темой для конкурса оригинальных рисунков. Ну а специальный репортаж с Байконура нашего коллеги Николая Вдовина – это, надо сказать, тоже своего рода искусство. Давайте смотреть. Не прошло и месяца, из монтажно-испытательного корпуса площадки 31 космодрома Байконур снова выходит ракетоноситель «Союз» по программе обеспечения Международной космической станции. На этот раз это не обычный транспортный корабль «Прогресс», а «Прогресс» с узловым модулем для российского сегмента МКС. Для этого обтекатель ракетоносителя «Союз» был специально увеличен, его диаметр составляет 4 метра. Для доставки специального корабля-модуля «Прогресс МУМ» была выбрана ракета «Союз» модификации 2.1Б, самая энерговооруженная версия легендарного носителя. Транспортировщик аккуратно везет «Союз» на стартовый комплекс. Здесь ракету космического назначения принимают специалисты космического центра «Южный». Несмотря на сильный холод, главное в их работе — аккуратность и максимальная слаженность действий. В этом году у нас уже не первый, получается, пуск к Международной космической станции. Мы проверяем все наши системы, агрегаты, чтобы были готовы, ну и контролируем вес ракеты. Потому что там она же на стартовом, получается, комплексе ракеты. Я должен проконтролировать и отвертикализировать ракету космического назначения, когда устанавливают ее в стартовый стол, чтобы она стояла вертикально. Потому что, когда колонна обслуживания будет подниматься, чтобы ее не задеть, она должна стоять вертикально. Ювелирная точность установки ракеты-носителя в стартовый стол обеспечивает команда из 41 человека специального отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Изначально эта операция называлась прицеливанием. Вес ракеты сильно изменяется после заправки. Из-за этого «Союз» может немного отклониться от курса старта. Для этого специалисты расчета внимательно следят и корректируют положение ракеты. За свою антропоморфную внешность модуль вызвал большой интерес у пользователей интернета. Вот в частности на портале Пикабу совместно с Медиа про космос был организован конкурс рисунков причала. Но посмотрите, довольно много интересных, и взрослые, и дети создавали, рисовали этот, правда, харизматичный модуль. Узловой модуль «Причал» — второе в этом году приобретение российского сегмента МКС для расширения возможностей орбитальной станции. После запуска «Причал» должен пристыковаться к надирному порту модуля «Наука», который был выведен на орбиту в июле этого года. Вместе с «Наукой» «Причал» сильно расширит российский сегмент по объему внутреннего пространства для работы космонавтов. Также за счет новых батарей появится и дополнительная электроэнергия.
Используемая для этого пуска ракета-носитель «Союз-2-1Б», в отличие от варианта 1А, в качестве двигателя третьей ступени использует РД-0124 разработки конструкторского бюро химавтоматики с повышенным удельным импульсом и улучшенной управляемостью за счет возможности изменения вектора тяги. Это большой космос. Ноябрь – месяц весьма и весьма значимый для МКС. В ноябре 1998 года ракета «Протон» вывела на орбиту первый элемент будущей станции – грузовой блок «Заря». Началась грандиозная орбитальная стройка. Через 2 года, в ноябре 2000-го, на станцию прилетел экипаж первой долгосрочной экспедиции. Это легендарные имена: Сергей Крикалев, Вильям Шепард, Юрий Гидзенко. Ныне герой России летчик-космонавт Юрий Павлович Гидзенко, первый заместитель руководителя полетами главной оперативной группы управления РКК «Энергия». Специально для Роскосмос ТВ Юрий Павлович рассказал о причале, его доставке к МКС и дальнейшей интеграции в состав российского сегмента станции. На «Прогрессе» вместо грузового отсека к приборно-агрегатному отсеку мы пристыковали узловой модуль. И вот эта конструкция, где приборно-агрегатный отсек, который включает в себя все, там и двигатели, и электропитание, и бортовую вычислительную машину. А в качестве полезного груза мы используем вот этот узловой модуль. И вот эта вся связка стартует на ракетоносителе, и дальше в течение 2 суток будет сближаться с российским сегментом, и 26 ноября вечером мы состыкуем вот эту связку. То есть узловой модуль будет доставлен на российский сегмент, в частности, к стыковочному узлу модуля «Наука» МЛМ. Это штатная процедура. У нас в этом плане управление вот этой связкой узловой модуль и грузовой корабль «Прогресс» оно практически ничем не отличается от управления штатного «Прогресса», который летает постоянно на станцию. То есть и персонал управления, главная оперативная группа управления на Земле в Москве, и экипаж на орбите готовы к этим работам. Для космонавтов на борту основная задача – это контролировать, на заключительном этапе автоматическое причаливание. И если что-то случается, может быть, какие-то нештатные ситуации, по команде с Земли они могут взять, ручки в свое управление и в телеоператорном режиме управления состыковать вот эту связку с модулем МЛМ. На борту все это есть, ребята это умеют делать, так что здесь все штатно. На борту станции ребята принимают телевизионную картинку, которую снимает телевизионная камера на самом «Прогрессе». Она идет на станцию, и ребята в мониторе видят, будем так говорить, как будто бы они сближаются со станцией, в частности с МЛМом. У нас сейчас к МЛМу, к модулю «Наука», пристыкован грузовой корабль. 25 ноября мы от МЛМа отстыкуем этот грузовой корабль, освободим стыковочный узел. И к этому стыковочному узлу 26 ноября вечером будет пристыкован уже узловой модуль. Потом пройдет некоторое время, может быть, по программе полета, это где-то будет в середине декабря. Мы уже отстыкуем от узлового модуля приборно-агрегатный отсек, по сути дела, как часть грузового корабля. И этот приборно-агрегатный отсек затопим в определенной части Тихого океана, как это мы делаем с остальными «Прогрессами». И у нас получится, узловой модуль будет полностью, механически, конструктивно внедрен, в российский сегмент международной станции. Но после этого будут выполнены определенные работы, как внутри самого российского сегмента, так и снаружи, будем так говорить, по более плотной интеграции узлового модуля уже в российский сегмент, и в частности в модуль «Наука» в МЛМ. То есть потребуется сделать, может быть, 1-2, может быть, чуть больше выходов, где на внешней поверхности будут дополнительно состыкованы силовые, телеметрические какие-то кабели. И что позволит уже в дальнейшем этот узловой модуль использовать
для принятия там очередных модулей на российский сегмент, если появится необходимость вот в их интеграции, в их пристыковке. И точно так же к этому модулю могут стыковаться, значит, пилотируемые грузовые корабли в дальнейшем. И к этому же модулю мы в следующем году пристыкуем шлюзовую камеру, которая сейчас находится на модуле МИМ-1. Вот. И эта шлюзовая камера в дальнейшем будет использоваться для выполнения научных экспериментов. То есть через нее мы будем экспонировать какие-то там образцы, какие-то материалы, значит, снаружи станции, снаружи, значит, узлового модуля. И потом точно так же их забирать снаружи через эту шлюзовую камеру и потом их возвращать уже вовнутрь. То есть вот такая вот по-крупному программа. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как всегда, в большом космосе.